Это вообще самая любимая моя рубрика. Здрасте, всем привет. С вами, как всегда, я Лех, канал Hardplay. Спасибо за подписку, за лайк, колокольчик. И мы сразу начинаем. Юрий The Professional. Ссылку оставлю на него внизу в описании. Спуски с горы. В предыдущий там какой-то ролик 1 миллион просмотров набрал. 1 миллион. Не знаю, чем вам так нравится, но мне очень нравится. Самая моя любимая рубрика. Опаснейший спуск по горе в город на велосипеде. Поехали. Зрители, очень агрессивная гонка, мощнейшая. Перед участниками это уже страшно, натянута некая страшилка. растяжка, ожидая взрывной старт. Работают саперы, есть, поехали. Участники вообще спустятся просто вниз отморозки. примерно на 1,5 километра с горы. Мероприятие называется Макси Аваланш и является Прикинь, камни младшеньким, везде. злобненьким братом великого мега-аваланша. Также агрессивности этой гонки добавляет то, что участники едут на электрических велосипедах. Еще мы видим, что пыли здесь 30-40 хватает, километров чтобы в час. забить Куда легкие не только и несемся? бывалого вейпера, но еще и 50. строителя, отделочника, еще и алкаша 50. при этом. Любого. Условия зверские. Справа опасность. А я Наш курва. итальянский гонщик Эти что-то там курва. ругается. Да, дорогие друзья, здесь будут и моменты с матом Да. на итальянском. Наш герой Трискари будет ругаться, польском причем будет? настолько грязно, что аромат пиццы, макарон и даже базилика накроет эту трассу нецензурным смрадом. Знаю, что Мы ими находимся движет вообще. сейчас в Альпах, недалеко от горы Монблан. И его Чисто Алиэкспресс камни, копии прикинь, вообще чисто Монджелан. камни. На маленькой табличке справа написано, что байк-парк это налево. И в случае СОС звонить по номеру 118. Слышна сирена, кстати. Довольно быстро добралась полиция. Видимо, один из туристов варит спагетти в котелке и случайно переломил спагетти пополам. Теперь ему светит срок, если, конечно, до этого разъяренная толпа не переломит прикинь, с горки пополам сколько он, его интересно, самого. разгонится? Справа голубо-бирюзовое такое озерцо. Входит в систему электровелосипеды. Чими Бьянки, что переводится как «белые вершины». 600 тысяч велосипед стоит. Да ты гонишь. 600 тысяч велик? Где деньги взять? Ты да ну Наш герой нахер. Трискари ловко рифманул слова «фаста» Не и верю. «паста». То есть, дескать, давай быстрее, хочу макарон. Настоящий итальянец. Так вот, система Чими Бьянки переводится как «белые вершины», не. хотя мы явно видим, что вершины черные. Но в старой Европе с их крепкими традициями, конечно, не потерпят черных наверху. Поэтому говорят, что вершина белая. Велосипед у нашего Трискари от бренда Specialized. Называется Turbo Киньова. Super Light Expert. Стоит Pro сейчас Edition по скидке, Turbo. дорогие друзья. Не Ладно. 10 тысяч, а всего 8 тысяч евро. Что по текущему курсу 642 тысячи рублей. А, по скидке. Ну, тогда надо брать. Ну, это в корне меняет дело. То есть, 642 тысячи велосипед. Я бы его якорной цепью приковывал. Везде. Ко всему. Но курс Приваривал. может, конечно, довольно резко измениться. 240-ваттный мотор 10 тысяч долларов. помогает вам на скорость до 25 километров в час. Ну, то есть добавляет к вашим ногам их. И вот мы периодически слышим некие вздохи от нашего итальянца Трискари. Это не то, чтобы он устал, Нормальный нет. велик. Это вздохи наслаждения. Пользование таким велосипедом от Specialized Turbo Киньова Super Light Expert. Сейчас по скидке. Повороты довольно резкие, и у меня такое ощущение, что на Мега-Аваланш более гладкие дороги как будто были. Хотя вот эта тропинка еще прыжки, смотри. более-более, но камней накидано, конечно, много. Хотя сейчас мы спустимся пониже, и тропки должны быть уже, Знаешь, да и упасть. вот уже они ровные. Однако Я с более машину, говорит, ровными 100 стоит. дорогами Трискари начал отставать от своих оппонентов. Нужно бы ему добавить Не, он немножко реально 600 ярости. стоит. Но, кстати, ярости ему может добавить аромат вкуснейшей итальянской кухни от ресторана впереди. Причем ресторан еще назван-то довольно дерзко. Пассе. Да, пассе. Но чтобы это сделать, сначала что-нибудь закажи. И заказать там можно макарон сомнительного вида пиццы, а также тарелки Какая-то пицца с стрёмная. сырами, салами, деликатесами. И тем временем Чё, еще все один обгоняют? Давай, нашего крути героя. педали, пока Тот не дали. совсем Алло! подустал, что ли? Возможно, время включать электрическую тягу на Что ж такое? Турбокинёва Super Light Expert. Блин, даже синий обгоняет Трискари. Видимо, ароматы с ресторана пока что нашего героя не подзарядили, а может даже только лишь разослили, но не в продуктивную сторону.
Цены, кстати, в ресторане Пассе узнать не удалось, сайт у них не загружается. Но в отзывах сообщают, что нужно рассчитывать примерно на 30 евро с человека. То есть сейчас это 2375 рублей. А, ну нормально. И 12 копеек. Перед прыжком на горке была табличка с надписью «Jump», то есть, дескать, прыгай. И при этом был указан номер СОС, но уже не 118, а 112. Видимо, дорогие друзья, здесь для разных районов гор разные номера спасательных служб. Но что будет, если позвонишь не на тот номер? Могу лишь предположить, что в случае такого серьезного нарушения Слушай, а как они держат вами велосипеды? займется служба Специально, безопасности Сбербанка. На мега-валанше рядом Так у с них, курортом они так держат. Альпехуэц видно было и А подъемников, мы как тормоза будто должны больше, быть. О, и кто-то уже побогаче сидит. сам регион. Грустит. Тропы были, не знаю, корректно ли назвать их, более ухоженными. Ну, так как было в них меньше торчащих камней. Здесь же ехать комфортно невозможно. Не думаю, что в этом прям была Слушай, как тормоза цель. скрипят. Макси Аваланж, хотя по самому Гидравлика 100%, названию конечно, Макси, тоже. да, это должно быть максимально интенсивная гонка. Ну, может быть. Но тряска, конечно, адская. Можно Жестко аргументировать, что, дескать, ты получаешь вибромассаж на кончиках пальцев, прям Там, наверное, ощущение. руки потом вот так После вот все. участия в Макси Аваланж ходишь, постоянно трясешься, на тебя смотрят и говорят: вот он, танцор в душе. Упал черно-рыжий. Причем не сказать-то, что на ровном месте упал. Место максимально неровное. Ну разве Там что живой? справа вот озеро Лак-де-Гойе. Лак — это озеро, Помянем. то есть озеро Гойе. Это, кстати, искусственное озеро. Вот с нашей стороны у него гора, а с другой стороны вся вода бы вытекла, но там стоит мега-плотина. Видимо, сделали его для местных пешеходных туристических трейлов. Для красоты. Вот Не, ну вроде впереди шлемак, да, левее есть. стоит молодой человек с палкой. Ищет кого послабее, сбить его. Забрать себе Турбо Кинева, Это Суперлайт откуда-то сбоку. Эксперт. Наш герой с такой мысли недовольно рычит. Ну, конечно, страшно. Такой велосипед можно и на Авито 1004 евро сдать. Да, с Италии далековато, но так Авито доставкой. Тропинки так ровнее и не становятся. Небольшими участками, да, у них разве что вообще просто только разбитая вся дорога. дразнящими своей гладкостью. А так одни камни, одна тряска, одна боль. Ты прикинь, Ну, ноги, такое руки. испытание. Вообще просто По жопа будет. аудиосопровождению нашего пилота можно понять разницу между Киллианом Броном, например, который ехал у меня в других подобных видео на Мегаваланше вот недавнем, практически не издает звуков дыхания. Здесь же Трискари, и причем на электровелосипеде, звучит... Трезал. Вон один уж устал совсем. Все. У курва. Звучит Отходи, ёб более твою мать. приближенно к нам, обычным зрителям. Но, конечно, видно, что Он их, короче, измором уровень-то у берет. него значительно выше, чем у неподготовленного человека. Это 100%. Просто Ни одной жесть. паузы, ни одной остановки. Уверенное продвижение вперед. Да нет, там Молодец. рукам это все, это габелла. Впереди уже в долине Жопа, руки, ноги, это начинается всё. виднеться поселение Брёй-Червинья. Брё — это французское название населенного пункта. 200 лет назад здесь было лишь пастбище с вообще пастухами. Ну, парочка домов для них. И называлось французским словом Брёй, что примерно означало «болотистая горная местность». И где-то в 1934 году Италия начала реализовывать Красиво, здесь очень проект создания туристического городка. Слушай, мне тоже интересно теперь, я даже гляну, это лесопед где-нибудь в оффлайне и посмотрю, что за амортизаторы там стоят. Как вообще такие нагрузки выдерживаются? Я, конечно, понимаю, что за такие бабки, ну, скорее всего, какие-то супер там мега надроченные, но ты представляешь, что должно там быть? С большим количеством подъемников для горнолыжного спорта. Резина Но какая. название Брёй было французским, а фашистское правительство Италии, которое просуществовало с 22 по 43 года, реализовывало в Италии проект по Послышалось. переименовыванию Не-не, всех послышалось, населенных послышалось. пунктов на разные названия итальянского происхождения. А тут французское, что за дела? И в 39 году переименовали как Червинья. Сейчас же в Википедии этот населенный пункт проходит под названием Брёй-Червинья через дефисик. Но, например, мероприятие Макси Аваланж называется просто Макси Аваланж Червинья, без Брёй. И некоторые местные итальянцы называют просто Червинья. Как, например, наш пилот Трискари. Едет эффективно, быстро, молодец. И, кстати, что мне очень нравится в его записи, это то, что он ее сделал в разрешении 4К. Дорогие зрители, можно Хорош. переключиться на это разрешение, даже если у вас экран не 4К. Качество в плане битрейта и детальности изображения вырастет. Все четенько.
заметно. Не получается, к сожалению, у Трискари догнать гонщиков, которые Ну да, что-то впереди там давно вообще уже дуют, походу, устремились делать какие-то далеко лютые типы. вперед. Вот справа растяжечка, дескать, путь закрыт, дорога. Да, мы видим, там кто-то спит на мосту. Все никак не может откашляться Трискари. Много флегмы. Видимо, человек довольно Такой железная дорога? флегматичный, наш пилот. Железнодорожные пути эти вроде как давно не действуют, но действуют в качестве велодорожки под названием Сигнавия 18Е. Довольно популярный старые байк-трейл, какие-то совсем велодорожка в данном районе. Пишут, что открываются замечательные виды, но мы это и так видим, да. Красиво, Едем вдоль красиво, да, склона очень. горы. Замечательно, примечательно. Я бы, конечно, А там, говорит, поезд из-за угла. тоже так бы скатался. Единственное, было бы потяжелее, чем нашему чух. герою. Там все-таки опять камни. Никакого намека на ровность нет. Ну, как бы намек есть. Мало сильных перепадов по высоте, да, но едет-то все равно по камням. Вот сидит турист, автостопер. Наверное, ждет поезда, чтобы зацепиться за вагон, какое-то расстояние проехать. Но ждать будет долго. Кажется, Возможно, в рельсы следующем узкие, году на Максе Аваланше мы увидим его живописные останки. Вы, наверное, дорогие зрители, хотели бы знать, а какие призовые вообще в этой гонке да-да-да, Макси кстати. Аваланш? Ради чего они вообще рвутся? Мне тоже сие было бы интересно. Но насколько я нашел вообще в общем зачете и по Мега Аваланш и Макси Аваланш, самый главный победитель получит полностью оплаченный перелет и проживание на Мега Аваланше на острове Реюнион. Видимо, это считается Куда? как главная ценность среди участников всех заездов. За второе место, кстати, дают 400 евро, что должно быть меньше, чем первое место, а за третье 300 евро. А вот чтобы поучаствовать в Макси Аваланше, вот этом, то, что мы сейчас смотрим, написано, что нужно оплатить вступительный взнос от 60 евро. Страховка 7 евро в день. Вот этот Нормально. холмистый пейзаж неровный, кстати, и горы на фоне, насколько я понял, возникают в результате Я бы знаю, кто организаторами гордился. Он бы сейчас просто поаплодировал организаторам. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Молодцы, ребята. Хорошая математика. там, типа даже не Пойдет. 10 тысяч лет, а миллионов Просто лет, красиво. когда тектонические плиты перемещаются, сталкиваются друг с другом. Ну и как бы Давай, вытесняют Сережа, крути! друг друга Куда наверх, ты? Дай выше. ему! И за миллионы лет они так все толкаются, Ля, шкуни. сминаются, как гигантские листы бумаги наверх. Еще один обгонщик обогнал нашего Трискари. Сил теперь лежат. становится все меньше. Дыхание, Он но крутит оно и долго, так да, было уже. тяжелым с самого начала. С чем я, конечно, полностью согласен и поддерживаю. Я бы уже, Всё, пошло, наверное, остался бы в ресторане Пассе, который, казалось Пошел бы, процесс, был все, электродвигатель заработал. бесконечно далеко давно. Ну вот скорость пошла наверх, ускорение. Виден даже впереди тот самый дерзкий обогневатель, обгонщик. Неужели Трискари удастся наказать его? И вот видите эти как горы, обгонять? да? То есть получается, это плоские плиты поверхности земли друг об Ёпта. друга бьются постепенно и приподнимаются наверх, заламываясь Оборачивается, ля, видел? немного к небу. Опять клянчить, немного слить бензина. Ну, кстати, если кто из гонщиков очень много выпил Red Bull, банки 3, он может им помочь с заправкой. Левее мы видим Бам. уже значительно более зеленые Ручей склоны. какой-то был. Высота трассы снижается постепенно. Все-таки 1,5 километра перепад высот от начала к финишу гонки. Это видно уже визуально, что мы ниже. Наконец-то более-менее гладкие 1,5 тропки. километра. Любо-дорого покататься, если бы не было подъема. Чуток в горку сейчас идет данный участок трассы. И прям больно наблюдать, а я ж сам начинаю задыхаться, дорогие зрители. Охренеть, там выносливости у типов. Слышно было некое пиликанье, возможно, предупреждение о высоком пульсе. Дескать, еще немного и все. Гонщик уходит на Вид, да, вид очень увеличение красивый. объема этих курганов. Насчет усталости, вы знаете, дорогие друзья, мне кажется, Киллиан Брон, кстати, проехал бы этот Макси Аваланш значительно быстрее и как будто бы даже и без некого Фанатик, дискомфорта. По-моему. Потому что, вспоминая Мега Аваланш, но он все-таки был длиннее, это понятно, да.
Больше перепадов, хотя Макси Аваланж тоже видно Сколько злой, там было? тяжелый, вот особенно. У нас вот где-то ролик есть, я не помню, сколько ж там был. Сколько они спускались, там что-то чуть ли не... Они от ледника, да, по-моему, начинали спускаться? Что-то, по-моему, они от ледника. Я даже не помню, сколько ж они... Да, сколько они, минут 40, наверное, спускались. И жестко, можете на канале, да, тоже посмотреть. Это что было сейчас такое? Аж у меня заныли икры. Ну да, начали зимой, закончили лето. Живописно, виды убойные. И очень любопытно было бы посмотреть на там проезд чисто этой спуск, трассы видишь, был. Киллианом Броном. Слышно периодически скрип. Жесткий аж скрип тормозов. Как известно, их пора бы смазать. Да и амортизаторы ВДшечкой полить, а то вон какая тряска. Видимо, не было времени пока что. Не было пит-стопа подходящего на трассе. Ой-ой-ой! Сережа! Ё-моё! Курва! Белый с рюкзачком там обгоняет. Срочно наказать! Что ты, ёб твою Мощнейший мать! резкий прилив адреналина. 300 Еще долларов не резче заработаем с задушил тобой! Трискари. Трискари, давай, родной, обгонять крути этого педали, парня. блядь! Как же он так на падении-то подловил? Ну ничего, он тоже может быть подловлен в удачном моменте. Но пока что моменты несколько субоптимальные. Не помню обгонов от Трискари. Ну, может быть, в самом начале трассы Жесть. еще что-то было. А Просто вот дальнейшее жесть. прохождение всей трассы было украшено лишь сдачей позиций. Ну вот сейчас, кстати, Трискари можно особо не загоняться, потому что нагоняется таки Белый потихонечку, а? И какие виды красивые. Белый, на самом Ой, деле, на дорогие шар друзья, какой зашел. там воздух, Вообще на наверное, шар. можно хотя бы продышаться хоть немного. И даже едется-то легче с таким воздухом, с таким насыщением Чисто смотри, крови тормоза чисто. кислородом. Давай, И давай, вот давай, давай, Белый хорошо, Сережа, потихонечку нагоняй! Нагоняется, сейчас нужно его обойти. Обойти пока не получается. Он, блин, а? Всю трассу с собой занимает. Как невежливо. Как же это не белиссимо. Наелся бока и не пускает. Так он скользоны коса. Хотя если на спагетти пасти и напиться, ну тогда ладно. Полностью Вообще, прикинь, одни камни, оправдан. смотри. Но обгонять его надобно срочно, и пока что нужной оппортуниции не было представлено. Ну, может быть, некоторые моменты, Вот но одна слишком ошибка, и ты мало ошибся. дистанции для обгона. Занимает всю полосу данный молодой человек. Будет ли еще возможность у Трискари? Но хотя бы он не отпускает его. Хотя бы не отстает уж критично. Но они очень жестко. Здесь мы двигаются, видим, реально. что трава не полностью под ноль скошена. Видимо, здесь меньше курильщиков, он там наркоманов. это. Ну тогда, по идее, должны скоро сюда мигрировать, так как травы мы видим здесь много. Слушай, Зелень, солнце, чистейший горный воздух и, как я вот уже упоминал, гигантское хтоническое содержание кислорода в крови. Представляете, как вампиры довольны в этой области. Рад за этих добряков. Трискари держится неподалеку от оппонента. Блин, вот уже подалеку, а? Неужели силы у него иссякают прямо вот электромотор настолько, включай! что Далеко-далеко Белый, оказывается, закрутился немножко. Хорошо, давай, 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 Сережа, давай, крути, родной! Молодец! Ох, Педро Итальяно Муссолини, Срезай! Кватро де ла Плата. Как же идет, а как же действует. Я не знаю, откуда у них Впереди сил двое. столько. От трассы осталось уже Сбивай немного, но толстого! если собраться, него сжать в отпружинишь. кулак. Ну, спускаемся к финишу гонки со склона Альп-Верси, то есть Альпийский залив. И сейчас, дорогие друзья, можно делать ставки, заключать пари. Сможет ли до финиша Чё, обгонит, обогнать Белого наш герой, а Трискари? В колесо, ему никто не увидит Почти здесь. уже случилось? Ё-моё, особенно кто сейчас не один смотрит это видео, а в компании. Заключайте Дерево. споры, стройте умозаключения. Я лично не знаю, но Трискари сегодня показал себя в роли все-таки запаздывающего. Но шанс есть, Белого он не отпускает. Как будто бы проблема в изгибах трассы, которая не позволяет идти на уверенный обгон. Ё-моё, да куда ты? Ну подожди, ну хоть немного-то, а? Ну из вежливости, хоть из деликатности. Господи, альмина Вряд ли уже обгонит. Ну ничего, может быть, Трискари догадается палкой по горбу тому дать. Не зря у него рюкзачок там для защиты. Видимо, сие уже происходило на трассе. Эмоции Охренеть находят вообще. выход, замедляются немножко. уже, смотри, Вот никого он, может быть, подогнали уже. момент для обгона. А что если здесь срезать правее? Ну там ленточка, правда, Слезай, здесь толкни в колесо его! не получилось. Ёпта. Какой же этот противник-то все-таки Даннационе, а?
Противник попался противный, но Потный, схватка потный, еще потеет. продолжается. Катка Шансон жизни есть. играет. Не оторвался молодой человек далеко вперед. Трискари держит его в Через прицеле. лес! Тропинки Там такие можно еще, что срезать, не я видел. разъехаться, это нормально. Это одностороннее движение здесь, что ли? Знаков вроде нет, непонятно. Через лес можно было рубануть. Складывается у меня стойкое впечатление, что этот белый тормозит таки Трискари. Если бы его не было, давно ушел бы вперед. Но из-за узости прохода, который не всегда идет в преимущество и в плюс. Кстати, дорогие друзья, насчет того, каким же приехал наш герой по счету, могу сказать, что очень удобно, когда на Кстати, официальном интересно, да, сайте в топ-10 жмешь попал или результаты нет? гонки, и там нужный файл не найден, техническая ошибка, никто тупо их не залил. Вот такая вот паста Марио. Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, вам понравился этот мега-спуск. По-моему, Блин, как не обогнал отличный. его, прикинь. Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания и, ёпта. конечно же, денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания. Слушай, я думаю, он даже, наверное, не в десятку, наверное, в пятнашку вошел. Здравствуйте, мои дорогие. Жесткие, жесткие ребята. Очень, очень серьезные, да.